Ребята, у меня есть интересная и необычная идея для проекта и эксперимента. Конструкция очень простая и любопытная. И применима не только здесь, но и во многих других сферах. Здравствуйте, друзья. Привет. Начну сразу с основного. В качестве корпуса будет круглая труба, хотя можно и квадратную или прямоугольную. В ней нужно сделать отверстие для выхода газов. Там тоже будет труба, но меньшего диаметра. Вместо болгарки использую плазму. Хоть и не так аккуратно, но зато быстро. Без шаблона достаточно трудно вести резак ровно. Смотрите, что мне пришло с Алика. Это маленькая электрическая автомобильная турбина. Сегодня я ее применю в дело. Она уже идет в комплекте с контроллером и регулятором скорости. Работает она от 12 вольт, и в качестве источника питания временно будет аккумулятор от Шурика. Она настолько мощная, что двигает сама себя. Одним словом, турбина. Нашел в магазине вот такой переход. Он будет служить для сужения потока воздуха. Нужно немного его доработать, и будет норм. А то какая-то странная форма у него. Посадочное место под турбину пробежал наждачкой. Теперь можно все прихватить и заварить все по кругу. Похвалюсь, вот, у меня обновка. Новая сварочная маска с большим обзором. То чувство, когда снимаешь пленочку. В хорошей маске работать намного приятней. А когда-то люди и без хамелеона варили. Грусть, печаль. Далее воздушный поток будет уходить в трубу. Сейчас тоже обварю, и на этом данный элемент будет уже готов. На выхлоп труба большего диаметра, чем выход воздушного потока. Большая и малые трубы соединяться вместе не будут. Чуть позднее покажу для чего. Я уже делал раньше разные конструкции необычных печей. В мастерской стеклянная печь. Чумовая штука получилась. Печь-электрогенератор. Работает и реально вырабатывает электричество. Печь с принципом конвекции пламени. Такой вообще нигде не найти. Горелка для котла с какой-то нереальной мощностью. Печь пиролизного горения древесных газов для кемпинга. Кстати, мы с женой недавно ездили в любимую Карелию на несколько дней. Испытывали там вот эту печь и готовили на ней еду. На пеллетах, конечно, горит она дольше и лучше, но и на обычных дровах тоже работает. Красоты там невообразимые. Даже нашему зверю понравилось. А какие там закаты. И, конечно, я не забыл про вас. Там тоже отвечал на ваши комментарии. Отвлеку вас от проекта буквально на минутку. Ребята, сейчас аккумуляторная техника вошла во все сферы, и это очень удобно. Представь беспроводные наушники, работающие 20 часов без розетки и 4 часа от одной зарядки. Влагозащитные. Да, можно мыть под краном. Отдающие 11 команд смартфону. Представил? А теперь умножай на 2. CG Pods 5.0 и CG Pods Lite? Нет, они не одинаковые. Брутальный вид CG Pods 5.0 как будто созданный для спортзала, а кейс выполнен из авиационного алюминия и выдерживает больше, чем ты сможешь взять на бицепс, если только ты не Халк. Компактные CG Pods Lite легкие и незаметны, подойдут любителям шпионских игр, а кейс антистресс позволит успокоить нервы, даже вися на волоске от провала. CG Pods 5.0 и Lite стоят одинаково, 5490 рублей, а это в 4 раза меньше популярного фруктового собрата, а возможностей больше. Производитель дает год гарантии, а если что, обмен на новые без ремонта. Переходи по ссылке в описании, введи промокод KUY200 и получи дополнительную скидку 200 на любую модель наушников CG Pods. Продолжим. Можно собрать уже основную часть печи. Узкая труба с нагнетаемым потоком воздуха будет располагаться прямо напротив выхлопной трубы, и ее часть на чуть-чуть входит в выходную трубу, образуя тем самым так называемый струйный насос. Струйный насос – это устройство для нагнетания, инжектор, или отсасывания, эжектор, жидких или газообразных веществ, транспортирование гидросмесей, гидроэлеватор, действие которого основано на увеличении нагнетаемого или откачиваемого вещества струей жидкости, пара или газа. Соответственно, различают жидкоструйные, пароструйные и газоструйные насосы. Все желательно делать герметично, чтобы воздух подсасывался только оттуда, откуда нужно. Донце я сделал из листа трешки. Конечно, неплохо было бы найти нержавейку, а лучше сетки из нее с подходящей ячейкой. Но таковой не нашлось, к сожалению. И, конечно же, я решил попробовать ее самостоятельно сделать. Расчертил все под сетку, но все же в конце концов одумался и сделал наподобие колосников в печи. Так и воздуха будет больше попадать, и зола будет падать сама собой.
Позже можно уже будет сделать отдельный контейнер с регулировкой подачи всасываемого воздуха. Ну и небольшие ножки для удобства, конечно же, тоже не забыл приварить. Для поджига топлива давно я уже заказывал вот такую свечу. Она используется в автомобильных печах типа Webasto, работающих на дизельном топливе. Свеча также рассчитана на 12 вольт. Раскаляется она достаточно быстро, ну а по цвету можно понять, какую температуру она выдает. Верхнюю часть тоже делаю глухой, но со смотровым окошком. Через него-то пока и будет закладываться топливо. Временно, конечно. Позже, если все устроит в работе, надо просто будет сделать автоподачу пеллет, сделав сбоку рукав, как на моей стеклянной печи для мастерской. Почти все закончено. Остались мелкие штрихи, с которыми, как всегда, помогает мой самодельный гриндер. Я его просто обожаю. Вот такая красивая крышечка получилась. Как говорят, качество в деталях. Она будет сдвижной. Конечно, царапать скорее всего будет, но там посмотрим. Сейчас обварю крышку по кругу, потом все в покраску. Вы представляете? Обезжириватель Vixen пахнет ванилькой. Да, обезжириватель со вкусом ванили. Класс. Покрашу все термостойкой краской. Она до 1000 градусов Цельсия. Выше по температуре краски я больше не находил. Она подойдет, думаю, как нельзя лучше для этого. Покраска меня просто радует. Ложится отлично, не нужно 1000 слоев красить. Да и качество тоже. Нет никаких брызг и подтеков. Перекрашивать-то желания нет. Все быстро высохло. И я уже подключил электрику. Отдельный выключатель на турбинку, отдельный выключатель на свечу поджига. И нашел у себя высоковольтную катушку, чтобы попробовать использовать ее вместо свечи. Но, если честно, страшновато как-то стало. Все, засыпаю топливные гранулы, пеллеты. И айда на улицу испытывать. Печь для обогрева небольшого помещения или даже палатки работает. Принцип работы струйного насоса для выхлопных газов к ней подошел. Теперь для печи не нужна высокая вертикальная труба для тяги. Достаточно маленького кусочка, горизонтально лежащего на земле. Ребята, если понравилось видео, лайкос, подписка, колокольчик. Ссылки на все, что было в видео, в описании под видео и в закрепленном верхнем комментарии. Здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале. Пока-пока.